Ну что, мальчики, сегодня мы идем на выставку игрушек, повеселимся. Профессиональная выставка яхтенного оборудования в Амстердаме, в столице яхтинга, по сути, да, в Голландии. В очень таком диком режиме она проходит. И давайте посмотрим, что у нас будет нового в следующем году. Что ж, друзья, голландцы номер один по организации выставок мне выдали бейджик. И теперь вы знаете, что я Саша Горан, а вы на канале Интерпарус, и мы в Амстердаме. Сегодня в этом видео вы увидите самые инновационные, самые захватывающие гаджеты. Фендеры, которые сами вылазят из борта и надуваются. Палубу, которая светится под каждым вашим шагом. Самый огромный якорь из нержавейки. Купальный трапик из карбона за 10 тысяч евро. Также вы узнаете, можно ли играть в бильярд на яхте. И, конечно же, итальянский дизайн на максималках, который притягивает взгляд. Что ж, давайте окунемся в это яхтенное безумие. Сейчас мы в павильоне Суперяхт. Ребят, и здесь представлено все самое-самое большое, самое дорогое, самое качественное, самое навороченное. Кое-что я беру здесь как раз для нашего проекта Гарна, для тюнинга, потому что все начинается с суперяхт, потом переходит на обычные лодки. Это как в автомобильной промышленности. Смотрите, какая палуба с подсветкой. Компания API из Италии представила. Конечно, кто такую красоту может сделать, как не итальянцы. Меняется, да, видите, цвет подсветки. И интересная штука – это палуба с подогревом. Вот, то есть здесь нарисована яхта арктического типа. Ну, то есть в кокпите, это в кокпите где-нибудь вы можете разместить палубу с подогревом. Уже себе хочу. То есть итальянцы, ребята, впереди по эстетике. И посмотрите, какие покрытия можно делать. Это наружные, внутренние покрытия для яхт. Просто amazing. То есть они абсолютно разные. И вы можете дать волю своему дизайну. Посмотрите, это не стекло, это напольное покрытие. Оно немножко имеет антислип. И вот может быть вот даже таким. И применяться также снаружи возможно. И также его можно комбинировать, видите. Ну и можно сказать, что, ну, как бы тик отходит все-таки на второе место. Вот смотрите, синтетические покрытия, они действительно круче выглядят, чем натуральный тик. И стоят, как мне сказал представитель, в 2-2,5 раза дороже. Вот, и активно уже применяются на суперяхтах. То есть консервативное мышление потихоньку отходит в суперяхтинге. Французы самые большие выдумщики, да? Соответственно, самое радикальное, инновативное решение они придумали с фендерами. Вот эти штуки сами вылазят, сами надуваются. Просто ну, какой-то этот magic, опять же, друзья мои. То есть вы поняли, да? То есть они сами вылезли, фендеры, надулись. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Он сейчас такой буньк, сдувается. А вот внизу вылез сам. Потом обратно залазят, друзья мои. Опля. А в это время вот этот надулся сам. Все, вам декхенд не нужен. Все может делать сама система. Блин, ну ясно, что это для суперяхт. Просто нереальная штука, да. Я тут посмотрел, понаблюдал, и я радовался как ребенок по этому тросу. Он очень крепкий. Внутри заложена трубочка, и вот воздух поступает сюда и накачивает его. Она сама все это делает, вот в автоматическом режиме. Блин, я только восхищаюсь Fender System, ребят.
царство карбона именно в этом павильоне, потому что здесь не останавливаются над ценой. И когда нужно сделать трапик, то вот трапик делают из вот такого материала. Я боюсь даже к нему прикасаться. Стоимость порядка 10 тысяч евро без установки, друзья мои. Чистейший карбон с металлом. Выглядит сумасшедше. Друзья мои, изготовление лого для лодок достигло просто уровня искусства. Компания Yachtsign представила такие вещи, мимо которых я просто не мог пройти. Давайте заценим вот эту черепаху, да? Она сделана полностью из куска акрила. На станке ЧПУ она выфрезерована и потом автоматически, а потом нанесен на нее вот этот цвет. То же самое вот с этой буквой. Ребята, она полностью сделана методом фрезеровки. Ну, обычных буквах я уже... Ну, обычная буква, да, зацените, да. Абсолютно она необычная. Еще одна штука, да, меня просто задела. Зацените этих рыбок. Они выфрезерованы вручную и раскрашены тоже вручную. Просто крышеснос. Действительно. И в целом стенд очень красивый. Сумасшествие, ребята, не заканчивается. Вот представьте, вы любитель бильярда и любитель яхтинга. Как совместить? Ну да, был какой-то бильярд такой, скажем, с шайбочками. Но вы хотите играть в классный бильярд. И зацените это, ребята, я долго смотрел, думал, что-то не так. Нет, это бильярд со стабилизатором. Компания Stable из Норвегии подарила любителям яхтинга бильярд. Я думал, что он прикрученный. Нет, друзья, смотрите. Этот шарик катается, он ездит. Ну, норвежцы тоже умеют удивить. Друзья мои, механизм очень серьезный, очень по-взрослому сделанный. И эта штука уже работает, уже установлена на многих яхтах. Ну и кроме бильярда, такой стабилизатор можно использовать для кровати. То есть вы себе спите, а кровать вот стабилизируется. Опять же, такие чувства немножко какие-то нереальные, как из компьютерных игр получается. У меня была тоже такая идея, да, сделать туры для любителей астрономии. Ну и вот вопрос был по стабилизации телескопа. Бьянвеню, ребятки. Телескоп стабилизированный. Кроме этого, винные шкафы. Винный шкаф для любителей красного вина. Друзья мои, хорошего, дорогого. Ваш винный шкаф должен быть со стабилизатором. Ну и напоследок вы можете просто стабилизировать свое поле для гольфа. Если вы такой большой любитель гольфа и большой любитель яхтинга. А вот, ребята, компания Болта из Словении, которая делает кожаную отделку для яхт, сделала здесь мастер-класс. И они обучают работать с кожей. Хотите научиться, приобщайтесь. Друзья, в павильоне Суперяхт мы проводим рубрику «Все самое большое». И кое-что я нашел, то, что я не видел раньше. Это самый большой вертлюг из огромного куска нержавейки. Оцените, ребятки, ну вот моя рука, да, и вот какой у него размер. Он просто огромный. Я даже не представляю, сколько он весит. Ему подстать цепь. Ну и, конечно, якорь. Самый большой якорь выставки. Он действительно огромный, просто огромный. Бренд 1A из Дании представил вот такие светильники. Они идут с такими сотами, а в итоге вы получаете очень мягкое освещение, которое не бьет в глаза, которое четко освещает именно те участки, которые возможно. Очень качественные материалы применены. Я смотрю, здесь вот просто латунь такая
ну, очень приятная, очень дорогая. Кроме этого, посмотрите, это с натуральной кожи, да, это тоже светильник. Вот, тоже вот он дает такое мягкое направленное освещение, но выглядит очень так, я вам скажу, по-богатому. Кроме этого, посмотрите, полочки тоже с освещением, то есть вы можете вот из своей анотеки сделать просто вот, скажем, такой световой дизайн. Тут в каждом штырьке встроен светильничек. Компания может применять различные материалы и их комбинировать. Ну и с комбинациями у них, ну, все очень отлично, ребятки. Прям хочется пощупать, потрогать. Это все очень приятное, тактильное. Знаете, какая самая лучшая обувь для яхтинга? Это Dabbury, ребята. Dabbury из Ирландии. Это были мои первые топсайдеры, которые я на первую яхтенную зарплату себе позволил. Это любовь была с первого взгляда. Вот, и здесь они представили свою новую коллекцию. Посмотрите, классика, степ-бай-степ начинают уступать, ну, уже кроссовочным типам. То есть кроссовки дышащие, смотрите, с антислип подошвой. Подошва просто идеальная. Защищенный носок. Видите? И опять же он прорезиненный. И смотрите, какие прекрасные женские кроссовки. Ну, Dabbury вместе с традициями остается на вершине технологий. И это приятно. У меня есть топсайдеры. 3 пары вот в моем гардеробе. Да, они не забывают свои классические модели, вот, потому что они по-прежнему пользуются спросом. Я использую вот такую модель от Dabbury, только коричневого цвета. Конечно же, коричневого, мой любимый цвет. Вот. И вы видите летние топсайдеры, летние мокасины. В принципе, весь ассортимент вы можете закрыть только от Dabbury. Конечно, знаменитые сапожки от Dabbury. Ну, цвет не очень, но вот такие в коричневом цвете с синими вставками моя супруга в нашем любимом Ля Рошеле носит под джинсы в обычной жизни, и они действительно выглядят очень классно, очень так стильно. Всем известная компания MAN, да, которая делает грузовики, она также делает дизели для больших судов. Так вот, MAN представила свой 12-цилиндровый двигатель вместе с гибридной установкой от компании Rollo. Не знаю ничего об этой компании. Они увеличили мощность этого двигателя, как указано, до 2700 лошадиных сил при снижении потребления солярки. Двигатель очень красивый получился. Это одно из правильных решений, ребят. Вот гибридное решение, то есть без фанатизма. Ну, походу, ребята, подсветка палубы самого покрытия, ну, становится трендом. И мы сейчас на стенде у компании Color с Франции. И посмотрите, вот чего они забульбенили интересненького. Здесь мы имеем синтетическое покрытие, и здесь встроенные диоды, по которым можно ходить. Но это еще не все. Они встроили ту же подсветку в натуральный тик. То есть это палуба из натурального тика. И здесь также есть диоды. Ребятки, в моем обзоре из бухты Сан-Тропе я вам показывал яхту, да, мелькнула яхта, супер яхта, у которой стоял вот баскетбольный щит и, собственно, баскетбольный такой себе майданчик. А вот есть компания, которая делает эти баскетбольные щиты. Получается, для яхт нужен специальный производитель щита с карбоновым
полностью карбоновый. Он полностью, ребята, карбоновый. Но, опять же, вы и баскетболист, и любитель яхтинга, почему бы и нет. Я, ребятки, в павильоне материалов, конструкционных материалов и технологий, которые применяются для яхт. И давайте я вам немножко покажу такое настоящее и немножко будущее. Вот что мне понравилось. Смотрите, немцы, компания Oberwerken GmbH представляют вот такие материалы Маридур. Я их уже видел, но в этот раз они представили просто фантастическое использование. То, что можно использовать для создания интерьеров. Блин, это ж моя слабость. Вот эта штука просто сумасшедшая. Это все искусственный материал, покрытый натуральным шпоном, ребятки. Просто офигеть. Вы вот посмотрите, видите, какой он? Он достаточно легкий, а внутри 3D винир коутинг. Посмотрите, волокна идут, вот идут. То есть, ну, как бы это нереально, да, если тут мебельщики есть. Вот только что мне представитель показал, как они это делают. То есть они натягивают сначала шпон на такой гибкий материал, разрезают его, а потом его наносят. И в итоге, блин, получается просто офигительно. Как я сказал, ребята, голландцы просто лучшие в плане организации выставок. Они переплюнули немцев даже, то есть Дюссельдорф тоже отдыхает. Огромное количество здесь баров для эксибиторов, для посетителей, туалеты на каждом шагу. И здесь, ребята, вот смотрите, какой они сделали фудкорт. Загнали настоящие фудтраки. Время пришло что-то перекусить вкусненького. Меламиновая посуда все более и более становится похожей на керамику, ребят. Ну, практически не отличишь. То есть, когда ты берешь в руки, да, только по весу она, да, чуть-чуть легче. И вот эта британская компания предлагает вот такую посуду. Выбор просто сумасшедший, действительно очень большие коллекции. Мы уже с ней законтактировали, поэтому если вам будет интересно, обращайтесь. Уровень выше, чем тот же Marine Business, скажем, да. Эта коллекция ультралегкая для легких яхт. И она практически ничего не весит. Вообще просто нереально. Ну, вот посмотрите, но разве можно это отличить? Оно даже немножечко тяжелее, то есть оно даже по весу похоже. Кроме того, у нее есть вот такая резиновая подставочка, и она позволяет ей не скользить. Ее можно мыть, получается, уже в посудомойке, друзья мои. Ну, просто amazing. Посмотрите на этот бокал. Они сделали его действительно полностью похожим на стеклянный. Даже вот дно такое сделали массивное. Оно придает устойчивости. Вот. А здесь, посмотрите, о, какой бокальчик для виски. Из дымчатого такого стекла. А вот бокалы, которые я искал, ребята, да, это такой вот, когда говоришь супруге, ну, я полбокальчика вина, и здесь помещается пол бутылки, а то и больше. Вот. И второй мне очень интересен, смотрите, для апероля какой аквариум классный, да. Действительно, он большой, классный. Сюда можно много льда насыпать, много апероля, много просека. Надо мне записать как-нибудь про коктейли на яхте какую-нибудь тему. Если поддерживаете, ставьте комменты, я буду понимать, что вам это интересно. А вот, ребята, кандидат на премию дам. Посмотрите, подсветка у нас встроена прямо в палубу. И вообще, это, слушайте, это как магия какая-то, да? Там, где я прикасаюсь, сразу меняется подсветка на синюю. Блин. Компания Dexlit это представила. Вообще, unreal.
Я, ребята, думал, что уже секстанты даже и не продают, как бы, но вот, собственно говоря, тут одна американская фирма представила свои секстанты. Что ж, друзья, могу сказать, что огромное количество здесь девайсов, механизмов новых представлено. Не хочу вас грузить, это более интересно, скажем, мне, либо профессионалам. Но выставка удалась. Меньше было, скажем, китайских представителей, меньше американцев, огромное количество посетителей. Очень интересно потом посмотреть статистику посещения, это такой индикатор. Но я выбрал для вас такие более интересные какие-то новинки, которые будут интересны всем. Но продолжим наш просмотр. Самые красивые кранцы Fender представила фирма Polyform из США. Вы можете Fender заказать просто любого цвета. С ума сойти. И в этом году вы можете заказать Fender перламутровый. Продолжаем рубрику «Самое-самое». И Люмар представил самую большую, самую красивую якорную лебедку. То есть вот такой у нас брашпиль для супер яхт, ребят. Ну, у меня тоже люмаровская лебедка стоит, да, но намного меньше. Вы видели вот тот супер якорь, а это вот к нему такой брашпиль. И уже, ребята, не отходя далеко от кассы, самая большая шкотовая лебедка, опять же, от Люмар. Блин, я бы ее поставил себе в офисе, чтобы вот она радовала взгляд, друзья мои. Размер 13,50 и нагрузка 18 тонн она вытягивает, блин. Если, друзья, вы хотите все организовать у себя на яхте, но не хотите сверлить много, резать, что-то инсталлировать, обращайтесь к Blue Performance, голландская компания, которая мне очень нравится, делает очень классные вот такие сумочки, организаторы, чехольчики. Мне они очень заходят, действительно очень классно и качественно сделано. Мы своим клиентам такие штуки поставляем, ставим. И максимум иногда нужно просто 2 шурупа просверлить. Вот такие кармашки, сумочки. Опять же, вот такая штука, да. Ну, подстаканник двойной сразу же. Держатель для ручки, а вот такой совсем модный организатор, друзья мои, надо себе купить такое на яхту. Это чехольчики для лебедок, особенно для однокорпусных лодок. Хорошая штучка, просто вы его закрываете и все. Это для небольших лодок вы на леера можете себе повесить. И вот такой вот организатор, тоже очень хорошая штучка. Итальянская компания Vitrifrigo представила вот такой узкий, ребята, винный холодильничек. И особенно на однокорпусниках есть запрос на такие штуки. В нем можно разместить до 12 бутылок хорошего французского или итальянского вина. У меня как раз есть запрос на такую игрушку. Выдвижные холодильнички также от Vitrifrigo. Очень часто мы их устанавливаем. Хорошая штука. Кроме этого, они делают вот такой фризер, да, морозильник. Есть разные цветовые решения. Там белый, черный, серый. Ну, достаточно красиво. По-итальянски все красиво. Опять же, рубрика «Самое-самое». Самый красивый пропеллер. Смотрите, какой шестилопастной от британской компании Тайнбридж пропеллер. Опять же, поставил бы себе в вестибюле, чтобы он просто радовал глаз. Я увидел такую интересную штуку на стенде американской компании AquaAmp. Я случайно подошел и увидел это. Подстаканник с подсветкой. Ну, на этом как бы сюрпризы не закончились. И оказывается, что этот подстаканник является розеткой. Кроме того, диоды подогревают, если нужно, ваш виски. И посмотрите, как это внутри выглядит. То есть ваш вискарь будет классно выглядеть. А подстаканник может менять цвет в зависимости от того, что вы туда ставите. И здесь тепленько. И посмотрите, как он может работать просто как
поставщик энергии. Вот можно что, вентилятор воткнуть сюда, и он так хорошо работает. Можно вот ходовой огонь тоже работает. Магнитная зарядка для телефона. Вуаля! Прикольная штука. На яхте все должно быть красиво, даже сантехника. И вот посмотрите, краны от Мамоли, просто над ними скульптор трудился, либо архитектор, зацените это. Итальянская компания Frigo Nautica представила холодильник, который внутри красивее, чем снаружи. Вот просто оцените это. Вы посмотрите внутри, как он выглядит. Тут все зеркальная нержавейка. Просто нереально. Все полки из полированной нержавейки. Я боялся бы даже что-то ложить сюда. Посмотрите, какие защелки. Самый маленький и самый легкий и самый тихий дизель-генератор, ребятки, представила итальянская компания Pagura. Мы такие ставили пару раз, когда мы были ограничены очень сильно пространством, ну и клиент хотел потише. Ну, любой клиент хочет потише, это понятно. Вот в таком звукозащищенном корпусе он идет. Вот так вот выглядит внутри. Смотрите, ребятки, у нас 3,5 киловатта, 53 децибела и вес 65 килограмм. Блин, ну впечатляет. Я на стенде Antal. Antal мне очень нравится, классные механизмы. Вот. И я увидел вот такую штучку, друзья мои. Видите, она мигает. Я спрашиваю, а это что, собственно, что оно делает среди такелажа, лебедок? А получается, это, ребята, фонарик, который вставляется вот сюда. И оно может светить белым цветом, красным. И когда ты ночью работаешь, то, в принципе, ты видишь веревку, можешь переключить в красный цвет. Вот такая мелочь, но очень-очень интересная. Продолжаем, ребята, тему всего самого большого. И это самый большой штурвал и, наверное, самый дорогой. Здесь карбон вместе с деревом. Выглядит он шикарно. Это Savaretti, итальянская компания. Если видели, у меня в офисе висит за мной штурвал, это их работа, чистейшая итальянская работа. Ну, я бы с удовольствием повесил этот, но я боюсь даже спрашивать, сколько тысяч или десятков тысяч евро он стоит. Что ж, друзья, согласно новым европейским законам, собаки и коты должны находиться на борту в жилетах. И вы видите огромное количество собачьих и кошачьих жилетов сейчас появилось. Ну вот, собственно, такая есть ниша. Бизнесмены моментально отреагировали, начали отрабатывать. Вы знаете, как я отношусь к черным поверхностям рабочим, индукционным. Но вот Canyon, которая известна больше грилями у нас, да, представила вот такую штуку. Она матовая, и она не оставляет следов. То есть она их съедает, они исчезают. Вообще бомбец. Ну, кроме того, что она еще выглядит очень красиво, такой матовый оттенок. Ну, молодцы. Но если кто знает толк в грилях, так это американцы, ребята. Canyon, кроме этого, еще показал вот такое вот покрытие гриля. Оно жароустойчивое. Можно несколько цветов выбирать, потому что грили становятся уже просто предметом экстерьера.
А теперь смотрите, мы делаем вот так, опа, и у нас здесь есть свет, подсветочка, когда вы ночью будете жарить свои сосиски, но вам будет гораздо веселей, друзья мои, да, вот 2 уровня подсветки, чтобы глазки не болели, но это еще не все. Смотрите, у нас здесь решетка, мы можем задать температуру, и гриль сам будет поддерживать эту температуру здесь прямо на решетке. Блин, ну не извращенцы, но Киньон молодцы. Что ж, друзья, 4 часа, на стендах начинаются тусовки, и здесь достаточно активно это все происходит. Есть расписание тусовок, а есть просто без расписания. И здесь можно пообщаться, узнать инсайт за бокальчиком пива голландского и узнать очень много интересного. Друзья мои, как же без комфорта на яхте, и смотрите, стенд испанской компании Marine Business. Это, наверное, самая продаваемая марка, которой мы комплектуем лодки. То есть есть посуда бьющаяся, а у них в основном не бьющаяся посуда, всякие средства для хранения. Очень такая толковая, хороший ассортимент. Ну вот посетил наших партнеров. Вы помните, что на своем катамаране я поставил аналоговые приборы Veratone. Но вот сейчас на стенде я вижу, что все цифровые вытесняют. И Veratone представил цифровые приборы в точно таком же корпусе, как и стрелочные. Можно полностью реплейсинг сделать. Они многофункциональные, можно управлять ими и менять показания. То есть россыпи приборов приходит конец. Но смотрите, насколько они хороши. Даже вот маленькие мы можем управлять ими, да? Вот, видите, это кнопка. Вот. И вот такие побольше. А теперь, друзья, оцените, какой якорь выставил Ультрамарин. Реальный. Это не игрушка, а 200 килограмм с такой нержавеющей рэперской цепочкой. Ну, выглядит он, конечно, здесь как украшение. Вертлюг, боже. Ну, офигеть. Вот, кстати, хочу показать решение от Ультрамарин для 2 якоря. Двойной роуикс. Иногда это не совсем красиво. Ультрамарин сделал такое красивое инженерное и эстетическое решение для 2 якорей. Выглядит это вот таким вот образом. Гораздо компактнее это все. Можно устанавливать что на катамаран, что на большую суперяхту. Что ж, друзья, вот такой вот обзор у нас получился. Пишите в комментах, что вам понравилось, что не понравилось. Мне будет очень интересно это узнать. А следующее видео мы выпустим вот из этого зала. Здесь представлены только номинанты на премию «Дам». Самые инновативные инновации. Подпишитесь, чтобы это дело не пропустить. И помните, если тебе нужна помощь в выборе яхты, либо помощь в обучении, ты хочешь научиться управлять яхтой, обращайся к нам. Я, Саша Горан, и моя команда тебе с удовольствием в этом помогут. И до встречи в морях.